Всем привет! Вы на канале Максима Пашинского, и здесь мы без фильтров разбираемся с головой, жизнью и всем тем, что мешает нам нормально жить. Давайте сразу по-честному. Когда кто-то слышит слово коучинг, в голове обычно возникает пару картинок. Это либо гуру на фоне заката, обещающий просветление минуток за 60, ну и либо какая-то бесполезная болтовня в стиле «просто поверь в себя и все будет классно». Ну или еще что-то. Но на самом деле все работает совсем не так. И сейчас мы вместе с вами разберемся, что это за зверь такой коучинг, почему он реально работает и зачем люди вообще этим пользуются. Кстати, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие ассоциации у вас возникают со словом коуч либо коучинг. Будет очень интересно почитать. Я вам так скажу, коучинг это не про то, чтобы ты сел, закрыл глаза и вселенная начала тебе там что-то подсказывать, какие-то знаки давать. Это вообще не про советы, тем более никакую не про эзотерику и, конечно же, не про мотивационные спичи. А это про работу с башкой. Допустим, ты приходишь с проблемой, ничего не получается, жизнь боль, куда бежать, что делать, ничего не знаю, тупик. А выходишь после коучинга с полным пониманием, что именно тебя стопорит и что вообще с этим делать. Без лишней вот этой воды, без вот этих вот фраз, ты просто недостаточно хочешь, тебе нужно захотеть. Ну и тем более без волшебных аффирмаций. Только факты, логика и твои решения. Коучинг – это когда тебе не дают секретные техники успеха, а заставляют, прости господи, думать своей головой. И это не когда тебе кто-то сверху рассказывает, как жить, а когда тебе создают такие условия, что ты сам начинаешь понимать и осознавать, где ты сам себя обманываешь. И вы, конечно же, спросите: Максим, почему это работает? Да потому что все мы живем в своих мысленных коробках. У нас куча своих старых установок, каких-то там, не знаю, привычек, страхов, которые нами управляют, и мы даже сами этого не осознаем. Ну вот представь, ты, например, хочешь на море. Ой, обожаю море я, кстати. Но постоянно себе оставляешь палки в колесах. Типа не берешь отпуск, пропускаешь отпуск, не знаю, там не покупаешь билеты, хотя как можно купить билет на море? Ну допустим. И потом внезапно у тебя типа и нет времени вроде, и типа как будто бы и денег тоже нет. Но на самом деле у тебя в голове просто сидит что-то типа: а работа-то важнее, а как же коллеги будут на работе без меня, а как же, а кому же я все это оставлю, а как же коты, а как же собаки, а еще, а дети, а что, а как. Ну или там, я не знаю, отдых вообще для слабаков. И такое возможно. И ты этого даже можешь не осознавать. Это просто ты живешь по этим сценариям изо дня в день. И коучинг это когда тебе как раз таки помогает эту хрень обнаружить, вытащить на свет, ну и дальше решить, что с ней делать. И как же все это выглядит? Ты приходишь, садишься, и тебе задают много вопросов. Много вопросов. Ну, например, а чего ты вообще реально хочешь? А что тебе мешает? А если представить, что все возможно, что бы ты сделал? А кто тебе вообще сказал, что именно так надо? А как ты поймешь, что уже готов? И тут внезапно ты понимаешь, что сам себя и загнал в эту клетку, а ключи от этой клетки лежат у тебя в кармане. Ты просто привык думать, что выхода нет. И коуч не говорит, что делать. Он как раз таки помогает тебе разобраться и понять, почему ты до сих пор этого не сделал. Ну а дальше дело техники. Я бы еще хотел поделиться с вами историей моего клиента. Назовем его клиентский кейс. У меня был клиент, взрослый человек, который пришел ко мне с запросом
и говорит: Максим, я устал, хочу любви. Ну, точнее, он хотел сменить работу, но не знал, куда двигаться, что делать вообще, чем заниматься и так далее. Это достаточно частый и распространенный запрос. Очень много я его встречал. Да и что греха таить, я сам сталкивался с таким запросом лично и работал с коучем по этому запросу. Понятно, что все хотят стабильности, уверенности в будущем. Это вообще нормально. И хорошо. И мы начали с ним разбираться, копать, глубоко копать. И оказалось, что, собственно, дело-то было и не в самой работе, и не в кризисе там каком-то, и даже не в том, что он там не знал, чего он хочет. А причина была абсолютно другой, она лежала в другой плоскости. Она была связана с тем, что всю жизнь он строил свой выбор не на своих желаниях, а на то, что ему казалось правильным, там, ну или каким-то перспективным. То есть то, что действительно... Он не делал то, что ему действительно хотелось. И это был такой внутренний разрыв, который просто его разъедал изнутри. И это прям просто было ощутимо физически. И в процессе коучинга он потихоньку начал вытаскивать себя наружу, вот этого самого себя, как раз таки того самого, кого он тщательно так скрывал и прятал внутри глубоко, очень глубоко. И это был человек, который как раз таки ждал другого пути, вообще другого окружения хотел другой жизни. Но он постоянно блокировал свои желания, потому что так не принято. Если не получится, не знаю, там, будет стыдно, надо быть серьезным, я же уже взрослый. И что в итоге? Он не просто сменил работу, он пересмотрел всю свою жизнь целиком. Он стал выбирать то, что ему действительно хочется, а не то, что ему диктует окружающий мир. Он просто это все начал отсеивать. И впервые за долгое время, как он говорит, он почувствовал, что он на своем месте. До мурашек прям. И коучинг — это не про волшебные какие-то фразы, как я уже говорил, мотивационные цитаты. Это вот про то, чтобы увидеть свои собственные загоны, понять, что мешает двигаться вперед, и на основе уже этого сделать тот выбор, который приведет тебя к настоящей жизни. Той жизни, которую ты хочешь для себя. Ну и в заключение хочется сказать, что коучинг — это не волшебство и не силой мысли прийти на успех. Это способ разобраться с барьерами, которые ты даже не осознаешь. И наконец-то начать двигаться туда, куда действительно хочешь. Если это все звучит как полный бред, отлично. Напиши об этом в комментариях, как ты сам это видишь. Ну и там обсудим. А если у тебя щелкнуло, черт, это про меня, ну значит пора что-то с этим делать. Ты знаешь, где искать ответы?